Привет, неунывающие аудиофилы! Сегодня я хочу представить вам 6-й сезон конструирования колонок для себя любимого. В частности, я это буду делать для себя с целью показать вам, как это можно делать в моей интерпретации. Напомню, что сезон у меня на канале представляет собой некий плейлист, так называемый первый, второй сезон, третий, четвертый, пятый, вот 6-й сезон. Сейчас каждый из которых видео, заключенные в этом плейлисте, посвящены конструированию какой-то определенной конструкции акустической системы. Я пройду по всем этапам, от инициализации проекта до практического изготовления колонок. Как вы видите, эту здесь, например, это уже готовое практические изделия, которые можно продать, подарить, предлагать, анализировать, взвешивать ее творческий потенциал, рассуждать о том, насколько она подходит вам или не вам. Этот сезон отличается от остальных, пожалуй, тем, что он, во-первых, собран на одной базе, то есть на базе излучателя одного производителя, это SIS, норвежская фирма, и они, в общем, очень хороши, и я остановлюсь на каждом отдельно. Еще раз об инициализации проекта. Если вы вдруг решили, что хотите делать колонки сами, видимо, вы должны иметь аргументы, что купить такие невозможно. И хорошо бы оговорить смысл этого всего. Резон, причину, по которой вы решили, что купить это невозможно, а изготовить самому возможно. Сразу заявлю, что шансов конкурировать с фабрикой у вас нет. Вы сделаете однозначно хуже и, в общем-то, дороже. Потому что, покупая компоненты эти отдельно, вы заплатите, в общем, не меньше ритейл-прайс, розничную цену, чем колонки стоили бы в фабричном изготовлении. Но уж о качестве изготовления вообще молчу. Один человек, так называемый кустарь с мотором по Ильфу и Петрову, не может состязаться даже с коллективом из нескольких специалистов. Например, стоит оценить столярку этой чудесной колонки, которую я вам сегодня представляю, как любой маломальски знакомый со столярным делом человек найдет в ней чудовищные несуразности и неоптимальности, и некачественности, и можно будет это критиковать. Также можно будет критиковать все, что здесь, скажем так, не касается моей профессии, моей специальности электроакустики, но и внутри нее тоже. Я, например, не технолог, я не разбираюсь в конструкции излучателей, и нюансы, которые связаны с их даже использованием, мне известно далеко не до конца. Но с другой стороны, я способен обобщать, делать обобщающие выводы и создавать некие букеты с неким уникальным набором свойств, допустим, которые я сам сумел выразить. И вот тут первый пункт вашего проекта должен быть очень четко обозначен. Что именно в творческом плане вы хотите добиться? Лучше всего, когда это привязано к какому-то динамику, от которого вы где-то услышали желаемый характер звучания, даже в какой-то определенной полосе частот, даже пусть не максимально широкой, запали на него и решили реализовать это в своей конструкции, даже поступившись внешним видом, качеством изготовления, некой корректностью даже изготовления, но с целью использовать этот излучатель именно в его том режиме, который вы заценили больше всего, который вам показался настолько привлекательным, что вы бросили все, продали кроп, и решили это все собрать. Сразу скажу, что из говна и палок сделать ничего не получится. Все-таки эти компоненты стоят денег, как и любые другие. Скажем, что бы мы ни начали делать или оценивать ценовое соотношение, это все стоит каких-то денег. И причем с ростом цены качество, заметностью увеличения качества падает, и можно иногда переплатить вдвое, выбрать вещь вдвое дороже, но разница будет не столь значительной, как бы вам хотелось, а для некоторых субъектов, ваших приятелей, например, может оказаться еще и хуже, чем у более дешевой конструкции. Это, кстати, очень хорошо заметно на моих сравнениях колонок, в частности мультимедиа,
которая, там цена была в 5 раз, по-моему, различалась, и мнения разделились. В 5 раз, дорогие друзья. От одного производителя. Имеется в виду, что это не наценка одного больше, другого меньше. Вот именно вот объективно она реально в 5 раз дороже. Там применены какие-то способы, средства и возможности, которые стоят этих денег. Ну, по крайней мере, производитель их так оценил. А качественно люди иногда делали выбор в пользу более простого, скажем так, незатейливого устройства. Здесь же мы говорим о компонентах компании SIS. Это одно из культовых имен в аудио. Весьма высокий у него рейтинг среди нас, любителей аудио, которые различают, допустим, производителей по каким-то характерным особенностям их изделий. Вот. И я не могу сказать, что мне это моя любимая фирма, но это безусловно один из лидеров мирового производства динамиков, серийного производства динамиков, причем довольно большого ассортимента. Вам может оказаться этот проект как кусочек учебника, ну просто иллюстрация. Я еще раз пройду весь цикл сейчас, может быть немного другими словами, но буду рассказывать то же самое, что я рассказывал в первом сезоне, втором и так дальше. И вне этих сезонов тоже, в каждом обзоре колонок, я примерно одно и то же, в общем-то, толдычу. Но просто разными словами, в применении к каким-то другим опциям, допустим, выставляю в другом свете уже известные, может быть, вам факты. И поэтому мне кажется, что это видео может быть вам полезным и интересным. То есть вы можете, смотрев это видео, посмотрев другие видео, еще почитав какой-то дополнительный материал, сесть за изготовление какого-то своего акустического устройства на базе любимого преобразователя какого-то. Дай бог, чтобы это был не винтажный, потому что я не люблю винтаж, потому что я считаю, что они, во-первых, хуже, чем современные, потому что иначе почему их не выпускают до сих пор? Что, военная тайна в старых ферритовых магнитах, что ли, или в чем там? В бумаге, которая там была, вот это вот. Как Иштван Варга, автор и владелец бренда Sonido из Венгрии, динамики которого очень популярны, во всяком случае, среди любителей музыки, ну, определенной музыки, там, джазовой, допустим, да, вокальной, инструментальной музыки, там, где очень хорошо они передают весь спектр сигнала, это широкополосные динамики, да, от 4 дюймов до, там, не знаю, 12, по-моему, не так важно. В огромных корпусах это все делается, но там, где речь идет о сотнях долларов, допустим, затрат, то объем не может быть решающим. Это будет очень глупо. То есть, получается так, что заменить вот эти вот напольники за 800 долларов, допустим, общей стоимостью, вам понадобится вложить несколько тысяч, чтобы приблизиться к этому результату. Он все равно будет, в общем-то, слышен и, в общем-то, из коридора. Но это так, это отвлечение. Мы говорим сегодня о полочниках. А у вас, может быть, это динамик Sonido на здоровье. Тем более он широкополосный, там не будет половины того, что я сегодня буду рассказывать. Там не будет кроссовера и так далее. Ну, пускай это будет какой-то другой динамик, которую пару вы приобрели басовых. На что я надеюсь, потому что они, в общем-то, определяют голос всей конструкции. То есть все они имеют примерно одинаковую амплитудно-частотную характеристику, вы, наверное, это знаете. То есть она обязана будет вписываться в какие-то рамки, плюс-минус сколько-то дБ в каком-то диапазоне частот. У них у всех это приблизительно одинаково, но звучат они все по-разному просто звучат. И вот это самое по-разному, то есть не сколько они воспроизводят герц, децибел и подобных искажений, сколько как они это делают. И вот в этом, собственно, порылась собака. И я могу сказать, что эти динамики, это самые маленькие из тех, которые я использовал в этой сезонной разработке, как бы. Не самые маленькие, а самые низкочувствительные при этом. Но они очень интересные, красивые. Голос имеют в самом, пожалуй, широком диапазоне частот из тех, которые я здесь гонял. И которые я бы, ну, скажем так, ну, мне нравится, например, как это звучит. Хватит! О, как он поет! Как он поет!
Он поет действительно здорово. Поэтому сам по себе, давайте покажу. Давайте я вам покажу его параметры, с тем, чтобы мы могли их предметно обсуждать. Вот этот динамик перед вами. Полная, но довольно сложная. Он имеет размер 6,5 дюймов всего лишь. Вот его габариты внешние, вот его амплитудно-частотная характеристика при разных углах, будь она снята. То есть выше 1 кГц уже нужно хорошенько взвешивать, насколько вам широко нужна эта диаграмма направленности. Об этом мы тоже поговорим, конечно. И вот его параметры. То есть, что мне здесь нравится, это сравнительно высокий форс-фактор по отношению к очень низкой массе подвижной системы. Это не рекордные параметры, но довольно приятные. Частота резонанса. Вот такая вот основная особенность этих динамиков, этих басовых динамиков. Это, да, чувствительность вот 88,5 дБ, 80 долговременная 80 Вт, хотя держит 250, что, в общем-то, понятно. И основная особенность этих динамиков, дорогие друзья, это то, что они работают в критично малом объеме резонатора. То есть портированная система, естественно. И она предельно мала по сравнению с, допустим, с конкурентными решениями. И при этом он имеет вот такие вот интересные параметры. Куда более показателен высокочастотный динамик, который мы здесь видим с вами. Вы, возможно, смотрели мое видео о скандале в королевстве твиттеров, где я показал чудовищное различие между этим динамиком и динамиками купольными твиттерами с текстильным куполом под лучом лазера клиппель-виброметра. Это просто потрясающая разница. Я получил одобрение компании SIS, которая, кстати, прислала мне эти динамики на тестирование, во-первых, вот эти, а во-вторых, позволила опубликовать эти данные. Ну вот давайте я вам тоже покажу. Здесь это, в общем, не. Вот, допустим, динамик какой-то шелковый купольный, а вот динамик вот этот, который вы видите перед собой, установленный в этой моей колонке. И вот как они себя ведут, это у нас частота, вот здесь вот она отображается, грубо почти 4 кГц. Вы видите, что движение этого купола неравномерно, и результат этого движения, как результат, будет создаваться не очень корректное такое себе звуковая волна, звуковое поле. Оно не будет и фазово-линейным, и оно не будет, главное, оптимальным по отношению к этому куполу. То есть это чушь собачья. Вот это вообще слушать нельзя, а на частоте близко к 10 кГц движения становятся просто хаотичными, в то же время как этот динамик, напомню, что он с металлическим куполом, движется ну просто идеально, на мой взгляд. Вот такое вот различие, вот такой вот ужас на крыльях ночи вы могли видеть. И так это описание твиттера здесь. Я не буду вас утомлять этим всем, хотя мне один человек сказал, как, это же софт-текстиль, но однако это surround софт-текстиль. Ребята, нужно уметь читать еще эти данные, которые здесь приводятся. Металлический купольный твиттер. И так далее, и так далее. Вот читаем, вот увидите вот этот огромный горб, который здесь есть, но это выше 20 кГц. Кстати, его вы видите и здесь. Где оно там спряталось? Здесь, где мы его видим. Вот. Вы видите, в то время как у этого динамика, это ЧХ, да, здесь наоборот идет спад выше 20 кГц. У этого спада нет, наоборот вот такой, ну это технологически, видимо, связано какой-то эффект, который не влияет на звуковоспроизведение. Нас интересует, конечно, до 20 кГц, все остальное как бы от лукавого, хотя тоже обязано просто быть, потому что оно определяет, собственно говоря, передачу выше гармоний, которые определяют фронт, например, сигнала, архиважную штуку такую, и высокой верности воспроизведения таким образом способствует. Итак, вот вы видите, два вот этих вот излучателя здесь я использовал, вот я вам их показал. Также я могу еще пару слов сказать о, допустим, басовой динамике, которая здесь у меня.
показан. Не знаю, как вам его показать крупнее. Выполнен он на литой раме, что ценится очень многими аудиолюбителями. Вот его наименование, подписанная клемма, естественно, тензелечки такие себе очень качественные, которые действительно примут, допустим, 200 там сколько-то указано ватт, магнитик ферритовый. Вот, и продуваемая катушка. Такой текстильный пылезащитный колпачок. Ну вот, я вам хотел его показать, просто чтобы определить, объясниться, о чем идет речь, откуда, так сказать, качество это взялось вдруг. И эту динамику вы уже видели, да, я показывал его прежде. Ну что, я предлагаю прогнать звучание этих динамиков с целью определиться, на что они способны, какую полосу частот мы бы им хотели доверить. Это очень важный пункт, между прочим, когда вы будете делать себе тоже конструкцию, вы должны убедиться таким образом или любым другим доступным вам способом в тех опциях, которые вы собираетесь доверить этому излучателю. Именно излучателю, ну, конечно, в оформлении, которое вы при этом предполагаете использовать, безусловно. То есть это должна быть собранная уже конструкция, вот отдельно. Здесь у меня подключен басовый динамик, отдельно вот у меня здесь подключен твиттер выведенный. Тут кроссовера пока нет, я его сейчас только буду проектировать и вам это покажу. Потому что вот теоретически, например, вот этот твиттер, вот он, вы видели, как он под лучом лазера работает, ему можно поручать от там 1 кГц и до максимума, на что он может быть способен. Тут вот, да, написано 1800 Гц, предположим. Этому динамику здесь, судя по вот этому графику, можно отдать, конечно, меньше диапазон. Речь идет о 2 кГц или что-то около этого. Но при этом тренд АЧХ вот этой вот этого твиттера имеет вот такой вот горб здесь, близок к резонансу, в октаве, возможно, нет, не в октаве, куда в октаве, меньше резонанса, и подавить его будет очень непросто, поэтому при выборе частоты раздела нужно будет учитывать, ну, несколько факторов, допустим. Но сейчас мы с вами прогоним это дело на слух и послушаем, вот что бы я ему как бы доверил. Итак, я установил микрофон напротив колонки на расстоянии 25 сантиметров, примерно на таком азимут, чтобы оптимально писать и твиттер, и от вуфера, чтобы диаграмма направленности его не схлопнулась. Запишу на один канал звук, который я подам на него с различных треков, и вам его покажу, подложу здесь, собственно говоря, чтобы могли это видеть. Увидите, что я разговариваю, вот оно слышно, и вот мои щелчки около микрофона демонстрирую. То есть на этом графике вы будете видеть красным сигнал с микрофона, а спикер – это то, что будет подаваться на этот динамик, собственно говоря. А вот здесь я буду крутить как бы кроссовер, раздвигая, сдвигая его по-всякому, с тем, чтобы определить частотные полосы, которые можно доверить одному и другому динамику, соответственно, твиттеру или вуферу. И поехали! Сначала послушаем твиттер. То есть можно и низко, но вот этот горб на 1 кГц все-таки слышен, мне звучание на нем не нравится. Хотелось бы дистанцироваться. Ладно, давайте вуфер. Тут совсем плохо. То есть хотелось бы пониже. Давайте послушаем это звучание его на барабанах. Ну, дальше бы я не хотел его пускать.
надо бы. Напомню, это фильтры второго порядка, оба использованы. Ну, от 2 кГц можно. Главное, подальше от 1 кГц. Ну и вот это сюда. Послушаем на музыке. Ну да, примерно вот так получается, друзья мои. Разберем устройство резонатора, которое я использовал уже в предыдущих сезонах. Ну что ж, загружаем драйвер в качестве излучателя в программу BuzzBox. Конфигурацию оговариваем, параметры оговариваем. Все они здесь совпадают с необходимыми. Далее разрабатываем коробку, смотрим, что может получиться. Оптимальная настройка при 12,5 литрах. Расширенный баз 21 литр. Я выбираю объем 15 по своим каким-то там известным одному мне причинам. При этом частота тюнинга поднимается до 39,5 Гц. Габариты меня устроят очень, высота 400, а ширина 250 тоже по моим личным каким-то мотивам. 16 мм это толщина материала, размеры экстернал, то есть внешняя. Дампинг ставим минимальный, венц, минимальный размер венц 57 в диаметре миллиметров и длиной 287 миллиметров. Это просто у меня не влезет вот в эту коробку по длине C вот сюда. Поэтому так не получится, придется ее как-то изгибать. Но вообще говоря, я хочу сделать плоский порт. Хочу сделать плоский порт 10 миллиметров, допустим, который бы лег на дно вдоль нижней стенки. Но при этом понятное дело, что вдоль нижней стенки он у меня тоже не поместится, 306 миллиметров не поместится. Поэтому я делаю его плоским, чтобы обеспечить необходимую площадь. Это около 20 квадратных сантиметров. То есть ширина у меня здесь корпуса получается 250, минус 2 стенки 30 грубо. 220 примерно получается, 220. На самом деле там 210 почему-то было, 207 сантиметров. Ну и ладно, и тоже не поместится вдоль нижней стенки. Что я делаю? Я сделаю вдоль задней стенки. Но об этом чуть позже. Смотрим, что получается. Получается вот такая вот у нас история. Вот такая вот история получается у нас. Что интересует? Интересует, конечно, импеданс. И, собственно, скорость в порту. В порту скорость такая, что нас вполне устроит. То есть нет никакого захлебывания на 80 ваттах. Очень хорошо. Ну, на 100 ваттах, наверное, будет. Но мы же не будем давать столько. Куда? Зачем? Тоже не будет. Видите, как хорошо. И все параметры как бы соблюдаются очень удобно в этой конфигурации. Поэтому напоминаю, вот такая конфигурация 400, 250. Ну, это глубина, это, напомню, внешний размер, внутренний будет значительно меньше. И порт 10 мм высотой, скажем, и 220 шириной и 270 глубиной. Вот такая вот история, дорогие друзья.
Коробку я рассчитывал в SolidWorks, в ширину получилось 250, напомню, миллиметров, в высоту 400, в глубину где-то 215, это внутренний объем. Порт 260 миллиметров не поместится вдоль нижней стенки, напомню, поэтому я его расположил вдоль задней стенки. Получилось вот так вот. Имею право, а что? Заодно послужит распоркой для увеличения жесткости корпуса. Вот. Осталось выстругать эту буратину. Для этого я посетил местные хозтовары, выбрал материал, это МДФ 16 миллиметров. Мы их там напилили по моим размерам. Вот. Отверстие по динамике я проковырял вот этой вот разверткой. Вышло вот так. Потом вот так. Потом склеил. Ну, в итоге и покрасил. Ну, а теперь давайте посмотрим, как это все можно было бы скомпоновать, почему эти динамики расположены максимально близко и почему под углом. Для этого я могу показать Triple Tank Simulation. Здесь вы видите адрес этого сайта, который можете использовать сами. Вот работает один источник сигнала, тогда все хорошо. Если работает два источника сигнала, наблюдается некая интерференция, то есть наложение излучений одного динамика на излучение другого, и при этом горбы и значит, провалы. Да. Значит, о чем идет речь? О том, что частоту раздела нужно выбирать, исходя из расстояния между центрами вот этих вот динамиков. При этом, когда они расположены близко, здесь вот в зоне, допустим, излучения, волна создается равномерная. Если сделать ее широкой, то эта зона излучения уменьшается и становится вот такой вот, как вы видите. Расположив динамики не вертикально по оси, а вот так, я позволяю вот этой самой зоне, которая здесь максимально широкая формируется, быть под углом. То есть речь идет о развороте колонок на слушателе, когда вы их используете. Если я их так расположил, предположительно, при расположении более ровном, оно будет как бы создаваться примерно тот же самый эффект. Здесь вы видите, картина меняется кардинально, в общем, с каждым изменением расположения динамика, поэтому чем ближе они друг к другу расположены, во-первых, тем лучше, а во-вторых, тем ниже чем выше частоту раздела между ними можно использовать. Итак, расстояние между этими динамиками, гарантирующее минимальную интерференцию, рассчитывается по известной формуле, то есть скорость звука 330 метров в секунду делится на расстояние между этими динамиками, и вы получаете частоту, ниже которой не надо, выше которой не надо делить, делить полосы. Но если измерить это расстояние, здесь у меня получается 15, допустим, сантиметров, значит 330 разделить на 0,15, получится что-то 2000 с чем-то герц. То есть во избежание ненужной нам интерференции это расстояние должно быть минимальным, и тогда мы сможем ниже делить, допустим, эти полосы. Итак, посмотрим, как мы можем поделить эти полосы. Для этого я прежде всего измерил кривые импеданса, чтобы понимать, как будет устроен резонатор реально. То есть вот у нас график вуфера импеданса, вот импеданс твиттера. Далее я снял АЧХ, но это АЧХ событийная в полосе частот, где мы намерены делить, во-первых, полосы, а во-вторых, чтобы определить потери от baffle step, отражения от передней перегородки. Вот это у нас получилась такая АЧХ вуфера, и вот такая вот АЧХ твиттера. Ну вот здесь тот холм, помните, после 20 кГц огромный, он сюда, понятно, не вошел. Нас интересует в районе 2 кГц что-либо. Для этого мы построим, собственно, кроссовер, как это делается с нуля. С нуля это делается так, допустим, это 6-й сезон у меня. Просто так его назовем, на всякий случай. 2 полосы будут использоваться. Расстояние white, то есть ширина бафла, то есть вот этой вот перегородки у нас 250, насколько я помню, это в миллиметрах, напомню, здесь написано, здесь у меня 400. И расстояние, как мы измерили, 15 сантиметров, это 150 миллиметров, расстояние между центрами излучателей.
И если мы нажмем эту кнопочку, нам программа предложит частоты раздела, оптимальные на ее взгляд, ниже которых нежелательно опускаться. И вот это 2200, допустим, я там сказал 2100, ну, примерно так это и находится. Предлагается фильтр Линкольца Райли на вот этой вот частоте. Далее мы должны скормить АЧХ и это вуфер, прошу прощения. АЧХ и импеданс вуфера. Он определил номинальный импеданс, допустим, сразу. Далее Twitter тоже на этой частоте делится, предполагается. Теперь АЧХ Твиттера и импеданс Твиттера. Вот он все это сделал то же самое. И в итоге нам предлагает некий кроссовер, вот так вот выглядящий. Я не буду вас утомлять долгими раздумьями. На основании услышанного, во-первых, от этих динамиков, что им можно давать, что им нельзя давать, во-первых. И во-вторых, от особенностей, а они здесь есть, поверьте. Вот это, кстати, так получается кривая импеданса, а вот так получается ужасная какая-то кривая АЧХ. Можно грустно сидеть тут и размышлять, что же с ней делать. Сложность представляет вот эта вот кривая, сразу скажу, Твиттера, которая вот имеет в районе 1 с лишним килогерца очень такой характерный уступ, который не убрать простыми средствами и который портит все остальное, в общем-то. Это видно на графике вот здесь. Тут он выглядит как бы безопасно, и фаза тоже показана какая-то такая ровная особо, а здесь это делает невозможным. Деление нормальное, то есть это будет вот именно вот так вот изучать. Не буду вас утомлять этой всей историей, я вам сразу покажу, что я в результате поисков наваял. Вот у меня получился вот такой вот кроссовер с вот такой вот АЧХ. Я анализировал еще несколько решений в этом плане. Ну, импеданс так получился, это все сейчас не нужно. Вот я его завалил достаточно серьезно. Это получилось вот такой вот комбинации вот этих вот компонентов в основном и вот этих, разумеется. Что здесь еще приняло участие, почему здесь такая чудовищно большая цифра? Необходимо помнить, что есть такая проблема, как потеря на baffle step. Здесь на графике АЧХ вуфера, где у нас график АЧХ вуфера, вот он, мы видим характерные потери, начинающиеся 200, 300, 400 с лишним герц от отражения этой перегородки. Это все нужно, конечно, компенсировать. Для этого, как я уже в других видео своих показывал, можно использовать калькулятор, вот, создав вот такую схему компенсации, которая просто завалит то, что выше. Вот этот вот участок она просто завалит. Нам придется потерять здесь в чувствительности, потому что иначе нам как бы не выбраться из этой проблемы. Вот перегородки. Тут нужно, вот он калькулятор, нужно ввести RE, какой у нас там RE. Ой, виноват. Сопротивление войскового резонанса у нас 5,8 Ом, значит, так и введем 5,8 Ом. И инчас у нас 6,5. Инчас. Перегородка. Перегородка у нас как раз, и перегородка у нас 10 инчей. Децибел мы хотим потерять 3, хотя потери могут составлять до 6, однако, памятуя о том, что колонка будет стоять не в свободном поле, там будут много переотражений, которые приподнимут этот участок, можно остановиться на 3 дБ, я обычно так и делаю. Получается 456 Гц, нужно поставить 0,8 миллигенри катушку и зашунтировать резистором 2,4 Ома. Все это дело я просто вписал в, как это называется, сейчас, чтобы не мешало нам развлекаться, просто увеличив вот эту вот катушку и получил, в общем-то, результат.
совсем даже приемлемый результат. То есть здесь можно заметить, что примерно в уровне, в уровне 95 дБ все это, вся эта неравномерность вписывается в плюс-минус 2, ну пусть 3 дБ где-то на острых моментах, но хотя это еще и не сглаженная как бы характеристика, то есть это не в третьеоктавных полосах. Если сделать в третьеоктавных полосах, то кривая будет заметно ровнее. Вот такой вот фильтр я намерен сделать и соберу пару этих колонок. Запишу их звучание, разумеется, на одном, на другом наборе треков и вам покажу. Это видео не претендует на истину абсолютную. Сколько конструкторов, столько и решений бы нашла эта система. Это касается и настройки порта фазоинвертора, частоты его настройки, добротности всего этого решения, допустим. И вот этих фильтров. Далеко не каждый бы выбрал вот такое вот решение. Однако я считаю, что мои фильтры совершенно корректны, потому что не имеют просадок импеданса ни одного. Вот, и, то есть я добился этого результата не варварским методом, но более-менее там корректно. Надеюсь, вам это понравится. Всем пока, дорогие друзья, до следующего видео, там где мы послушаем, как оно звучит, и посмотрите на пару готовых колонок и на кроссоверы, которые я вам продемонстрирую тоже.